Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Таро прогноз на декаду, на 10 дней, с 10 по 20 августа. Давайте узнаем, чего же ждать, что прояснится. И я могу предположить, что первые 10 дней августа– это период где-то паузы, когда и телефон молчит, и быстро наши дела не продвигаются. Наоборот, могут быть какие-то задержки, вовремя документы не подписываются. Это все ретро-меркурий. Информация приходит сбивчивая и непонятно, как к этому относиться, и что от этого, кстати, ожидать тоже. Может быть и ложная информация, я такое тоже не исключаю. Это с конца июля вот такие энергии создают нам хорошую путаницу, мои дорогие. Могут быть сбои в электронных системах, в том числе и взаиморасчета. Могут быть и сбои на транспорте. Вот такие сюрпризы. Но постепенно небесное расписание нам говорит, что к середине месяца темп жизни восстановится, а к концу месяца может даже ускориться. Шестерка Пентаклей. Есть какое-то взаимодействие, которое точно нужно продолжать. Может быть, по работе. Возможно, это дружба. Может быть, это и ваши близкие, домочадцы. Но, знаете, это как помощь высших сил иногда эта карта трактуется, потому что, ну, как небесное, наверное, взаимодействие, сотрудничество. То есть и смысл буквально, потому что Пентакли– это материальная карта, но это не совсем на жесткой прагматике, а как будто, ну, вот есть и вдохновение, есть и продолжение, вот что-то такое. Или иногда эту карту называют финансового успеха, поэтому, может быть, и вы, если буквально, да, сейчас какие-то вопросы у вас пролоббируют по части финансов и пытаетесь решить тот или иной вопрос в эту декаду, здесь, наверное, что-то сдвинется с мертвой точки. Такое тоже могу допустить. Итак, что прояснится? Первая карта, первый вопрос. И спросим, а что же уйдет или что завершится? Может быть, и вы подведете под знаменатель уже или к какому-то итогу то или иное действие или дело, которым вы занимались, и что придет взамен. Достанем 3 карты как знаки судьбы, не забегаем далеко и не задаем, кстати, вопросов. Не задаем вопросов картам, я имею в виду, потому что как потоковую информацию давайте узнаем, на чем карты акцентируют ваше внимание. Что нужно знать, важно услышать. Первый знак, второй знак судьбы и третий знак судьбы. Достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Какой же вопрос прояснится? Карта смерти, я надеюсь, все правильно понимают, это завершение, окончание, возрождение или перерождение, как здесь написано. Но это самое главное, вы будете как-то менять свои планы. Причем планы долгоиграющие, на долгую перспективу. По 13-му аркану мы, знаете, иногда себе задаем вопрос, доколе, да, или сколько времени еще я буду находиться в таком состоянии. Может быть, это состояние нерешительности. Явно по 13-му аркану какая-то ситуация, она достигла пика, или она достигла, может быть, это не тот пик, который мы очень ощущаем эмоционально, вот как-то так, ну, где-то эмоции наши зашкаливают. Нет, тут ведь может быть наоборот, абсолютное такое спокойствие, где-то даже равнодушие и состояние, когда вам что-то надоело. Вот вам явно что-то надоело. И вам уже самим нет интереса продолжать по 13-му аркану. Или, мои дорогие водолеи, вы видите, что, ну вот какое-то дело или какую-то тему в той концепции или с вашими прежними методами, сколько ни продолжай, будет все равно тупик. И либо мы тут как на выборе можем оказаться. Куда же мы идем, да, понятно. Ну вот нам путеводная звезда, то есть это не про смерть карта, а про трансформацию. Это момент перехода между прошлым и будущим. Это когда прошлое уже завершилось, а будущее еще не родилось. И нам бывает сложновато в этот период жизни, потому что мы понимаем, с одной стороны, правда, какие-то методы не работают, какие-то договоренности, согласованности, они тут тоже могут не срабатывать. Или для вас уже не имеет это значения. Лично для вас. Какой-то опыт мы подводим, это точно. Причем опыт такой хладнокровный. Ни разу не про эмоции эта карта. Больше говорит о том, что мы
принимаем реальность таковой, какая она есть. Может быть, прежде еще были какие-то надежды, может быть, иллюзии, а вот теперь этого нет. Какое-то совершенно другое ощущение жизни, мои дорогие. Но вот по части планов на будущее, здесь еще что-то может у вас как изменяться. Или вы можете искать информацию, может быть, сразу несколько направлений будете для себя рассматривать, чтобы выбрать вот эту путеводную звезду. Или что прояснится, если мы спросили. Вы сами как минимум одну какую-то важную тему будете и прояснять, и, как, знаете, все точки над «и» расставлять. Потому что по-другому как будто никак невозможно. Вот есть такое ощущение. Ладно, что же это уйдет? Два старших аркана, причем серьезных, мои дорогие. Аркан башня, и как в любой карте Таро, много значений по 16-му аркану. Всегда первые карты это была тюрьма изображена. Это период, когда мы что-то не могли сделать, период ограничений, или когда мы были в зависимой, кстати, ситуации, такое тоже бывает. И вот теперь эти препоны рушатся. Но мы настолько уже где-то привыкли к тому методу или к той обстановке, которая сложилась в какой-то предыдущий период времени, может быть, или длительное время, что нам сложно перестроиться. Мы же думали, что это не тюрьма, мы думали, что это крепость. И тут вдруг какой-то момент мы понимаем, что на самом деле это нас просто удерживало. Или мы словно были заложниками какой-то ситуации. Вот такое может быть. И, скорее всего, вот это уйдет. Может быть, это, знаете, даже внутреннее ощущение. Хотя два старших аркана, они нам говорят, на вас будут оказывать влияние события извне. Это то, что мы называем обстоятельствами. Может быть, и новостная какая-то палитра, но, видимо, вам с этим совершенно необходимо провзаимодействовать, потому что вы как новый жизненный этап отстраиваете или пытаетесь сориентироваться на будущее в каком-то деле. Ну, кто знает, у кого-то глобальнее, вообще как направление жизни, у кого-то это может быть связано, кстати, с поездкой или с переездом даже очень далеко. И уходит вот это первое, наверное, ощущение, когда ну, иногда нам кажется, все рухнуло, вот это ощущение уйдет. Даже если накатило, как мы говорим, ну, накатило, и потом это как-то нейтрализовалось, мои дорогие. Какие-то очень сильные эмоции, эмоции несогласия, когда и мы с кем-то, ну, не можем согласиться, не просто в силу того, что мы такие упрямые. Нет, это момент мировоззрения, мироощущения. Вот правда, тут может казаться, что все рухнуло, но вот это ощущение, оно уходит, мои дорогие. Может быть, даже если что-то подобное вы переживаете или столкнетесь с подобным, просто знайте, это на какой-то короткий очень период, это как, ну, неизбежный пазл из всего, вот из всей этой картины. Поэтому подобные эмоции вас оставят, быстро отступят. А что же придет? Ну, это карта вас самих, с одной стороны. Король мечей даже для вас, мои дорогие девочки. Просто это вам вот нужно более таких мужских энергиях быть. Ну, наверное, вы и будете. Потому что по-другому, как жизнь не оставляет иного. Это карта рационального человека. Это, кстати, карта эксперта. Это карта и тех персонажей, с которыми мы можем столкнуться. К примеру, по этой карте идут и, допустим, высокие чиновники, какие-то согласования, получение важных бумаг. У кого-то это могут быть врачи, потому что люди в форме проходят. Врачи в том числе, форма бывает разная. У кого-то может проиграться совершенно банально, потому что по этой карте есть еще такое значение, как люди, работающие с металлом. И, к примеру, дома ремонт, вам нужно провести там проводку, сантехника. И август месяц, в принципе, энергия идеальная для того, чтобы заняться своим жилищем. Ну, понятно, мы не во всех областях специалисты, вот такого специалиста какого-то, да, вы можете нанимать, приглашать. И это тоже где-то по королю мечей, потому что это та персона, которая действует, с одной стороны, в рамках своего профессионализма и полномочий, с другой стороны, он именно профессионал в конкретном деле, он как знает вот это ноу-хау, как это сделать, как это правильно, может быть, кстати, и оформить. Для кого-то это будет означать юристы, адвокаты
Иногда и люди, наделенные властью, опять же, сфера влияния или длинные руки, мы говорим, и тут тоже может быть взаимодействие. Иногда по этой карте мы строим карьеру или общаемся с руководителями. Вот такая многогранная карта, но что объединяет? Рационализм и никаких эмоций. И по этой карте, если мы вот так вот холодно думаем, мы сразу видим очень много перспектив, и мы быстро подводим, кстати, итоги, вот эти две предыдущие карты. Поэтому с учетом короля мечей, именно для вас, мои дорогие водолеи, вам не составит труда в эту декаду как-то быстро перестроиться. Или отделить зерна от плевел и понимать, что ага, вот это мне точно не пригодится. Вот такие энергии рациональные, они вам от начала до конца не только помогают, а как будто тут и на будущее нужно оставаться где-то верным самому себе или самой себе. И вот этот рационализм, холодная голова, это точно вам будет помогать в последующий период времени. Давайте мы с вами узнаем, что же там за знаки судьбы. Ну, наверное, все то, что я сказала, удваивает, если не утраивает эта карта. Посмотрите, колесо фортуны. Первое, на чем хочется заострить внимание, девушка у нас танцует волшебный танец. Вот как можно его станцевать, сплясать на цыпочках, на вращающемся колесе, да еще на одной ноге. А она нам нарисована счастливой. Вот что-то подобное. Вот у вас как знак судьбы. Посмотрите, третий старший аркан. Что-то завершается, уходит, ну буквально как разрушение, тоже трансформация. Две карты трансформации. То есть часть какая-то, она отходит на второй план. Или уже это малозначимо. Или, может быть, это что-то как предвестники были, да, того, что происходит на этой декаде. Но это не внезапность именно с 10 по 20, а это уже какой-то механизм был запущен прежде. И вот это вот первое, наверное, может быть состояние, ну, как шока, или когда мы удивляемся, или когда нас застали врасплох. Это все уходит на второй план. И начинает работать логика и рационализм. И вот для вас жизнь, судьба, фортуна, мои дорогие, какой-то очень удачный вариант дает. И это будет важно не упустить. И причем по колесу фортуны это совсем не то, что мы ждем. Ведь по воле высших сил, если мы говорим, когда выпадают старшие арканы, так это с одной стороны возможность. Но возможности, опять же, не приходят к нам с той стороны, где мы ожидали. Или это может быть вообще что-то альтернативное. Будьте к этому готовы. Тут ведь важно как будто вот этот танец исполнить, не упустить время самое главное, потому что любое колесо– это цикличность. Мы знаем, колесо сначала идет наверх, а потом неизбежно сначала достигнет, конечно, пика, верхней точки, а потом оно пойдет вниз, мои дорогие. Поэтому тут, если мы что-то отложим на потом, вот именно об этом нам хотят сказать карты, не откладывая какое-то предложение. Может быть, это ваш творческий инсайт, мои дорогие, или это как ваше видение, или, ну, правда, это придет с информацией какой-то к вам, какая-то новость, и она каким-то образом будет взаимодействовать с тем, что либо вы собирались создать, или куда вы собирались отправиться. Иногда карта будет говорить о том, что нам необходимо именно куда-то отправиться. И, может быть, это куда-то поблизости, да, и мы говорим чиновники, ну, я уже не повторяю все то, что я перечисляла. А может быть, это и какая-то поездка очень далеко. Вот здесь может быть такая ситуация по трем этим картам старших арканов. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Поэтому нужно быть и внимательному, да, и не упустить, опять же, какую-то возможность. Или, может быть, еще такая ситуация, когда сама по себе декада с 10 по 20. Скучать вам будет некогда. И нужно рассматривать, опять же, все нюансы, все тонкости, примерять каждую на себя. Потому что этот шанс вам нужно увидеть. Ведь фортуна– это, по сути, именно шанс. И это вот как карта, которая вас предупреждает об этом шансе. Знаки судьбы. Вот такова позиция. Вторая карта– знаки судьбы. Вообще с ума сойти. Я буду благодарна вашим комментариям, мои дорогие, любимые водолеи. Напишите, чего это касается. Напишите в комментариях, какая сфера жизни. Потому что
Старший аркан, он может проигрываться в любой сфере жизни, абсолютно. Нам не говорят конкретности какой-то или с чем это вы или с кем вы взаимодействуете. Тут ни персональных карт нет, ни мелких карт нет, обратите внимание. Но 15-й старший аркан – дьявол. Может быть, это вы от какой-то зависимости словно освобождаетесь. Она как будто рушится вверху у нас аркан башня. И все-таки я вижу, что есть позитивный момент, когда то, что нас долгое время, ну, может быть, удерживало, вот как в какой-то чужой игре. Вот я вижу так, мои дорогие водолеи. Это нами кто-то манипулировал. Может быть, мы, кстати, этого не видели. А вот теперь мы прозреваем. И у вас тогда получится быстро вот эту чью-то игру переиграть. По крайней мере, даже если это не получается сделать быстро, но все же башня у нас отступает, поэтому вы как набираетесь силы, набираетесь как и внутренней уверенности в самом себе, и все равно вот эти сложные такие эмоции, вы быстро будете, наверное, видеть, как меняется вокруг вас обстановка после вашего какого-то важного решения. Вот именно так я этот момент вижу. И неважно, в какой сфере жизни, эта карта нам, ну, предвещает вот какую-то такую переломную точку, переломный момент. Я тут вижу, что вы именно как освобождаетесь от чего-то. И, может быть, вы к этому тоже где-то привыкли, мои дорогие. Или я могу даже, знаете как, допустить, к примеру, работа. У вас были договоренности с руководителем. Или у вас с руководителем, пусть даже, допустим, были очень нормальные взаимоотношения. И вас, может быть, воспринимали даже как любимчика руководителя. Ну, почему нет? А тут происходит такая ситуация метаморфозная, что либо руководитель сам уходит, либо внезапно его уходят. Ну, вот я могу такое предположить. И неважно, тут вы можете слышать самые разные какие-то отклики, мнения, впечатления. Почему вот тоже не поддаваться эмоциям? Я вижу так, потому что много эмоций может быть. Но карты нам вообще ни разу не про эмоции. Так вот, если я закончу эту ситуацию с руководителем как пример, неважно, что думают люди. Может быть, они думали, что это вы, как, знаете, окопались, или место себе такое застолбили, сладкое. Ну, кто-то может так думать. Вы только одни знаете, чего это вам стоит там и так далее. И хотите ли вы это продолжать. Так вот, кто бы тут что ни думал, за вами могут даже где-то наблюдать со стороны. Я такое могу предположить. И в то же время вы-то чувствуете, что вот эта история, пусть этот человек уходит, а для вас тогда еще больше возможностей откроется. Поэтому я веду свой разговор к тому, что если даже что-то рушится, как какая-то договоренность или выстроенная структура, на смену ей придет совершенно что-то иное. Поэтому отпускайте. Тут, знаете, чем меньше у вас зависимости, мои дорогие, зависимости бывают разные, и пусть это от человека, вот руководителя, как я привела пример, ну, у кого-то по 15-му аркану и другие зависимости. Вот они вас словно держат, вот как в этой старой башне. Чем меньше их, тем вы свободнее человек. Ведь 13-й старший аркан – это освобождение тоже. Третий знак судьбы. Как будто так и хочется сказать «беги». Хотя по семерке мечей, конечно, иногда называют карту вора, тут и хитрость, и обман. Здесь и люди могут хитрить, обманывать, вы с этим можете не соглашаться. Вы можете, кстати, вверху король мечей. Теперь знаете, как каждый показывает свое истинное лицо. И вы тоже видите людей насквозь. Или так обстоятельства складываются, что, ну, если раньше кто-то и пытался усидеть на двух стульях, а теперь это не получается, обнажает. Пространство, Вселенная, высшие силы обнажают какую-то ситуацию, и вам ее демонстрируют на ладони. И вы видите, кто где хитрил, вы видите, кто пытался обманывать. Где-то и вы, мои дорогие водолеи, вам ведь тоже с учетом всех старших арканов, как будто другого не остается. От между где-то рационализмом, ну, назовите хитростью, мудростью. Кто знает, где заканчивается мудрость, и уже где-то начинается хитрость. Как будто вам другого не остается. Ведь по семерке мечей не только есть значение карты вора, когда люди, да, хитрят или кто-то там, каждый свое замышляет. Но есть и другое значение – забрать свое.
И тут, пожалуй, без хитрости не обойдешься. Мудрость, хитрость. Ну, вот такие энергии. Не расслабишься, мои дорогие водолеи. И это для вас как знак судьбы. Ладно, давайте как совет. Еще один старший аркан. Конечно, по справедливости есть всегда закон кармы, причина и следствие. Как мы поступили прежде, ну, так, наверное, мы получаем тот и эквивалент. Если мы прежде кому-то помогали, пусть руками других людей, пространство нам возвращает вот эту нашу какую-то благотворительность или помощь. Ну, может быть, и наоборот, если прежде мы какой-то вопрос не завершили, искусственно поставили на паузу или понадеялись, решится само. Ну вот подобные вопросы на доработку пространство нам тоже может вернуть. Но мы все-таки смотрим карту совет, поступайте по закону. Вас закон, мои дорогие водолеи, бережет, поэтому есть смысл, даже банально, на работе, проверить отчетность, документацию, проверить, чтобы у вас, знаете, все цифры сходились, если вы с цифрами имеете дело. Или чтобы там плясало все в отчетах, да, вот как мы говорим. Может быть, это и касается ваших личных вопросов, ваших личных достижений. Но тогда примите к сведению, что вы должны понимать, мои дорогие водолеи, на каком словно небе вы находитесь. Я имею в виду ваш личный порядок в документах, чтобы у вас все бумаги, может быть, это у кого-то кредиты банковские, да, допустим, может быть, это вопросы поручительства, может быть, еще какие-то взаимодействия с иными персонами, когда они тоже должны согласовываться с законом. Я тут вижу так, ну, в хорошем смысле, именно быть хитромудрым, наверное, это удобно, или, точнее, другого вам не остается, потому что все, с одной стороны, еще пока зыбко, как будет развиваться, неизвестно, непонятно. И самого себя спасать или забрать свое – тема номер один. Да, жизнь перестраивается и перестраивает вас. И пока еще не определено, что же будет там на дальний период нашей жизни. Мы только пытаемся с вами, да, так немножко заглянуть в будущее. Но если бы одна карта выпала, сказал бы, да, и как-то это, видимо, разберется. Но у вас из 7 карт 5 старших арканов. Видимо, в эта декада не такой большой период, но высшие силы через карты Таро. Все же, мои дорогие водолеи, вас призывают поступать как и по закону, как и не упустить какую-то возможность. Говорят о быстрой смене событий, о возможных поездках, переездах или ускорении какого-то процесса. И вот во всей этой кутерьме вам нужно сохранять трезвую голову и рациональное мышление. И одновременно, может быть, искать информацию. Хорошо, я сейчас занимаюсь этим, допустим, каким-то делом, вопросом. Как в отношении меня работает закон? Вот это вы тоже должны знать четко. Не должно быть никаких иллюзий или, мои дорогие, надежд на кого-то. От начала до конца. Это вы как один игрок на сцене. Правда. Берегите себя. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи. Я надеюсь, что, может быть, и не для всех этот расклад общий, актуален, но, может быть, и прислушаться к некоторым моментам стоит. Пишите. Я всегда с удовольствием читаю ваши искренние комментарии. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.